классификация довольно большая, которую я могу перечислить. Есть самая примитивная по размеру, которую даже я вот могу, несмотря в Википедию, перечислить. Эта классификация берет 3 эталонных планеты. Это Земля, Нептун и Юпитер. И просто представляет к ним приставку мини или супер. То есть мини-земли, двойники Земли, суперземли, мини-Нептуны, двойники Нептуна, супер-Нептуны, мини-Юпитеры, двойники Юпитера и супер-Юпитеры. Да, супер-Юпитер существует. Многие думают, что Юпитер самая большая планета во Вселенной. Нет, ни разу. Есть очень много планет, которые намного больше Юпитера. Есть еще по температуре такая небольшая. Там есть только Земля, ну там тоже 3. То есть горячая Земля, холодная Земля, горячий Нептун, холодный Нептун, горячий Юпитер, холодный Юпитер. И есть еще такая классификация. Нет, не классификация, короче, некоторые Юпитеры, можно назвать его эксцентрический Юпитер. Это Юпитер, любой, мини, мега, любой, короче. Юпитер, у которого орбита, как у кометы, а именно вот такая вот орбита. Ну, то есть, представьте себе Юпитер вот с такой орбитой. И дальше идет классификация, про которую я сказал, по свойствам, в которой 70% видов гипотетические. Реальные планеты, которые обнаружили планеты у пульсаров, рыхлые планеты с кратной орбитой и троянские планеты. Рыхлые планеты — это планеты газовых гигантов, у которых крайне маленькая плотность. Ну, то есть это то же самое, что будет планета, которая весит столько же, сколько Юпитер, но будет в 2 раза больше радиусом. То есть у нее плотность, естественно, будет меньше намного. У пульсаров, ну это планета, которая вращается вокруг пульсара. Про пульсара тоже мы будем говорить. Кстати, планета у пульсаров — это первые обнаруженные планеты. С кратной орбитой — это планеты в двойных системах. То есть это планеты, которые обращаются вокруг нескольких звезд сразу, двоих больше. Есть даже, по-моему, системы, в которых по 7 звезд. Троянские планеты — это уже такая гравитационное явление. Есть троянские астероиды, но мы сейчас говорим про троянские планеты. Вот, например, какая-то планета, нет, какая-то Земля, она вращается вокруг черной дыры, там какая-то звезда вращается вокруг черной дыры. Вот тут будет. Это будет и Солнце, и черная дыра одновременно. И у каждого объекта большого, в том числе и у планет, есть точки. Ну, такая есть понятие, короче, как точки Лагранжа. И вот здесь вот на 60 градусов, и вот здесь на 60 градусов как раз таки расположено несколько точек Лагранжа. Ну, это точки с равной гравитацией, это тоже небесная механика. И вот в них могут быть какие-то планеты, астероиды, которые будут, ну, то есть они одинаково притягиваются и главным объектом, и который на орбите которого находится. И поэтому, то есть это будет двигаться, и они будут вот так за ним двигаться. И вот сейчас я расскажу про гипотетические планеты, а именно хтонические, это первое. Хтонические — это по сути планеты-кометы, вот так скажем. То есть эта планета, вот наш эксцентрический Юпитер, он еще и может быть хтоническим. Это значит, что солнечный ветер его сдувает, и у него образовывается хвост такой же, как у кометы. Я думаю, вы заметили, что большинство классов, которые я объясняю, это они почти все про газовых гигантов. Это именно так, потому что газовые гиганты — это преобладающая раса планет, потому что потому что газа просто больше, чем пыли. Пыль — это, по сути, плотный газ, ну, и с более тяжелыми элементами. А тяжелых элементов намного меньше, чем водорода, гелия, всего там. А вот теперь идут уже каменные планеты, то есть планеты земной группы. А именно сначала по составу это углеродные
железные и ледяные планеты. Ну, то есть углеродные из углерода, железные из железа, ледяные изо льда. Это все очевидно. Есть еще покрытые лавой и планета пустыни. Это тоже очевидно все.